Как научиться слушать себя, когда все пошло не так? Совет «прислушивайся к себе» звучит отовсюду. Но что это значит? Как же разобраться в своих чувствах, желаниях, потребностях? Как узнать, какой внутренний голос наш, а какой чужой? Посмотрите это видео до конца, потому что сейчас в этом видео я отвечу на эти и другие вопросы. Типичная ситуация. Живешь, думаешь, что ты на правильном пути, внешне вроде бы все идет вполне успешно, и вдруг однажды накатывает, и ты осознаешь, что несчастлив или несчастлива. И ты стоишь около запотевшего зеркала в ванной комнате и недоумеваешь, когда же все пошло не так. Вполне вероятно, дело в том, что вы никогда особо не прислушивались к себе и плохо представляете себя истинную или истинного. Потому что когда мы воплощаем в жизнь чужие представления об успехе, счастье, удаче, благополучии, когда не слышим свой настоящий голос, именно это приводит к нашим внутренним конфликтам. Согласитесь, нужны настойчивые усилия для того, чтобы научиться отличать цели, навязанные извне другими людьми, и цели, истинные лично для вас. Эти усилия окупятся. Потому что когда вы умеете прислушиваться к себе, вы принимаете правильные лично для вас решения и строите ту жизнь, которая хочется вам. И болезни не будут вас атаковать. Это 100%. А это обязательно все приведет к снижению уровня тревоги и стресса, поднимает вашу самооценку и приносит вам удовлетворение. Вот какие шаги вы сами уже прямо сегодня можете сделать навстречу к своему «я», навстречу к своему здоровью, навстречу к своему благополучию. Первое. Поразмышляйте над своими ценностями. Если вы не знаете своих истинных ценностей или принимаете чужие ценности за свои, то будете испытывать тревогу, панические атаки и неудовлетворенность. Оглянитесь на свою жизнь и вспомните, что когда-либо приносило вам безусловную радость и воодушевление. Помните? Например, вы считаете ценностью деньги, тогда почему вы ненавидите свою работу специалиста по финансовому планированию, к примеру? Но с таким удовольствием вы занимаетесь волонтерскими проектами. Да, я понимаю, нужно кормить и себя, и семью, но все-таки, может быть, все-таки на самом деле для вас ценно не получать, а отдавать? Проблема с базовыми убеждениями, понимаете, в том, что пока вы не осознаете их, они незаметно управляют вами. Если затрудняетесь понять, ваша ли это ценность, представьте себе, что вся ваша дальнейшая жизнь будет выстроена исключительно вокруг нее. Например, вы думаете, что для вас ценность – власть. Представьте, что отныне вы только и будете отдавать команды. И все. Станете ли вы счастливы? Или, может быть, почувствуете себя одиноко? Если верен второй вариант, то, возможно, для вас ценно лидерство, а не власть. Второе. Осознайте свои базовые убеждения. Это ваше глубинное представление о мире, о других людях, о самой себе или самом себе. Вполне возможно, они сформировались еще в детстве или унаследованы вами от других членов семьи или других значимых людей, от папы, от мамы, от брата или сестры, бабушки, дедушки, друзей, подруг и других. Осознайте свои убеждения и установки, например, такие как «мир опасен», «никому нельзя доверять», «деньги – это зло»,
кругом одни ворюги и куча-куча других. Проблема с базовыми убеждениями в том, что пока вы не осознаете их, как я и говорил, они незаметно управляют вами и оказывают влияние на все ваши решения. Докопаться до них непросто. Для этого требуется быть исключительно честным с самим собой. Иногда здесь нужна помощь психолога или психотерапевта. Но если вы пересмотрите те убеждения, которые толкают вас на неверные решения, и замените их новыми, которые облегчают вашу жизнь, теми убеждениями, которые приводят ваши мысли к позитиву, даже в это сложное время, то это неизбежно приведет вас к потрясающим переменам. Обратитесь, пожалуйста, к психотерапевту. Третье. Познакомьтесь со своим внутренним критиком. Прислушайтесь к голосу, который звучит у вас в голове и, подобно родителю, указывает вам, что делать. Его тон заставляет вас чувствовать себя беспомощной, униженной. Это не ваше истинное «я». Это ваш внутренний критик. Он говорит голосом мамы или папы, или наставника, или учителя. Голосом того, кто был для вас дорог и суров с вами, когда вы росли. Очень часто он использует слова «должен», «обязан», «нужно». И еще он любит сравнивать вас с другими. А потом появляются дисфункциональные мысли, которые ведут к дисфункциональному поведению и далее к паническим атакам, к бесплодию, к психосоматике, к той или иной болезни. Четвертое. Одна из причин, по которым мы не можем расслышать своего истинного себя, заключается в том, что нас одолевает множество внутренних голосов. Попробуйте настроиться на одну радиостанцию, когда в эфире звучат их сотни. Кроме уже упомянутого мной внутреннего критика, вы можете слышать, например, своего внутреннего обиженного ребенка. Он говорит: «Бедный я, несчастный я, никто меня не любит, никто не ценит то, что я делаю». Как же расслышать себя в этом многоголосии? Попробуйте простую письменную технику. Возьмите ручку и постарайтесь в максимально быстром темпе выплеснуть на бумагу все свои тревоги, все свое недовольство, гнев, грусть, самокритику, не заботясь о том, как это написано. Просто пишите сейчас то, что есть вот прямо сейчас в голове. Это хороший способ пробиться сквозь хаос к своему истинному голосу. Когда вы умеете находиться в настоящем моменте, все тревоги и мысли остаются там, за скобками. На первых порах будет сложно написать даже одно-два предложения, в которых будет ощущаться ваше настоящее «я». Но когда вы попрактикуетесь, то сможете вызвать его, это ощущение, едва коснувшись ручкой бумаги. Кому-то больше подходит другая техника. Не писать, а проговаривать вслух все то, что беспокоит. Вслух. Пятое. Ежедневно практикуйтесь. Другой исключительно эффективный способ одолеть свою вот эту вот бетономешалку мыслей, словомешалку в своей голове и услышать себя – это практика осознанности, которую лучше всего выполнять ежедневно, как и все другие. Когда вы умеете находиться в настоящем моменте, как я уже говорил, все тревоги и мысли остаются позади вас. О практике осознанности я сниму отдельное видео. Возможно, оно уже есть. Шестое. Включите воображение. Если вы прислушиваетесь только к своему рациональному уму, вы слышите себя частично. Дайте все-таки волю своей фантазии. Помечтайте, скажите сама себе или сам себе скажите: а что будет, если я... И посмотрите, какие картины нарисует ваше воображение. Понаблюдайте за ними. Седьмое. Постоянно задавайте себе хорошие вопросы. Хорошие вопросы – это те, которые начинаются с «что» и «как», а не с «почему».
Дело в том, что вопрос «почему» часто ведет нас к самообвинениям. А что и как нацелены на будущее и ведут к новым решениям. Не бойтесь задавать себе безумные и масштабные вопросы относительно будущего. Это поможет вам узнать о себе удивительные вещи. Представьте, каким был бы ваш идеальный день, если бы вы были мультимиллионером или миллиардершей. А если бы вам предстояло провести неделю с партнером вашей мечты, что бы вы делали? А если бы вам осталось жить всего неделю, 7 дней, как бы вы распорядились этим временем? 8. Раз в неделю пробуйте что-то новое. Многие из нас уверены, что знают себя на все 100. Но чаще всего мы делаем то, про что нам в детстве объяснили. Это хорошо, это надо любить, а это плохо. Или то, что делали наши родители, что делают все наши друзья-подруги. Чем лучше мы относимся к себе, тем лучше принимаем себя. Что вы можете сделать хорошего для себя на этой неделе? Хорошего и нового? Сопротивляйтесь этой жизни по инерции. Делайте раз в неделю что-то новое и необычное для себя. Поймите, вы пришли к той жизни, которую сейчас имеете, только потому, что делаете одни и те же действия. Точно так же, как если есть какое-то заболевание, которого раньше не было, оно появилось как следствие того, что вы думали, представляли, реагировали и делали так и так. То есть из-за вашего поведения в окружающем мире. Попробуйте непривычные упражнения в вашем спортивном клубе. Или закажите в ресторане, кафе то, что раньше не заказывали, что-то экзотическое, новое для вас блюдо. Поговорите с тем, с кем вам и в голову не пришлось бы общаться. Делайте то, что никогда не делали. Что-то из этих новшеств вам не понравится, а время от времени вы будете испытывать, даже открывать какую-то новую грань в самом или самой себе. Делайте это, не бойтесь. И 9. Учитесь отпускать. Держаться за то, что вы уже переросли, значит закрывать себе доступ к своему настоящему «я». Это касается и отношений. Если вы окружены людьми, с которыми у вас давно нет ничего общего, и вы общаетесь с ними только потому, что знакомы с детства, знайте, вы мешаете раскрыться своему потенциалу. 10. Заботьтесь о себе. Чем лучше вы относитесь к себе, тем лучше понимаете себя. Что вы можете сделать хорошего для себя, как я уже говорил, уже на этой неделе, уже сегодня, уже сейчас? Может быть, насладитесь ароматной ванной вместо того, чтобы отправиться на скучное мероприятие, от которого неудобно отказаться. Или, наконец, сядете и разберетесь со своими финансами, чтобы перестать нервничать из-за них. Но если вы испытываете сильную тревогу, уже есть заболевания или панические атаки, вы заблудились и думаете, что навсегда останетесь в своем болоте, останетесь в одиночестве или сами не знаете, чего хотите, и поэтому вам слишком трудно расслышать себя, вы можете позаботиться о себе, записавшись на консультацию к психологу или психотерапевту. Эти специалисты умеют задавать правильные вопросы. Вопросы, которые помогут вам открыть в себе то, о чем вы даже и не подозревали. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, я буду очень рад. И я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.